Привет, друзья! Немецкая политика вступила в фазу глубокой перезагрузки. Фридрих Мерц уже не просто новый канцлер. Я бы сказал, он фронтмен революции против всей политической системы, созданной за 16 лет правления Ангелы Меркель. И это не метафора. Его шаги, его заявления, его команда – все указывает на намерение полностью переписать архитектуру власти в Германии. Но главное, Мерц больше не скрывает своего раздражения в адрес старой элиты. В кулуарах говорят, внутри ХДС идет негласная война. Сторонники Меркель не хотят терять влияние, а Мерц демонтажирует все, что ассоциируется с мягкой Германией эпохи компромиссов. Он меняет риторику, кадровый состав, подход к экономике и безопасности. Он открыто критикует миграционную политику беженцев Ангелы Меркель, пересматривает зеленый проект и, главное, двигается к полной независимости от Брюсселя и Вашингтона. Но кто стоит за Мерцем? Это не просто амбиции одного политика, это коллективный ответ на усталость общества от меркелизма, от страха, от нестабильности, от размытых границ и зависимости от внешних центров. Мерц становится символом сопротивления глобалистской модели. Он якобы за народ, за суверенитет, за силу Германии. Но остается вопрос, это настоящая трансформация или хорошо продуманная операция других сил? Пока же СМИ обсуждают новые реформы Фридриха Мерца, в политических кулуарах все чаще звучит тревожный вопрос: а кто реально пишет законы в новой Германии? Есть мнение, что все чаще важные инициативы рождаются не в Бундестаге, а в узком кругу советников и аналитических центров, плотно связанных с крупным бизнесом и международными структурами. Как вы понимаете, это уже не парламентская демократия в классическом ее смысле. Это новая модель власти, где ключевые решения готовятся за закрытыми дверями. Говорят, при Мерце набрали силу несколько влиятельных групп, ранее остававшихся в тени. Они не участвуют в выборах, но формируют повестку, продвигают нужных людей, и интересно то, что они имеют прямой доступ к кабинету канцлера. Некоторые эксперты уже называют это теневым парламентом. Такие структуры могут быть легальны, как фонды, институты, платформы. Но, внимание, реальное влияние этих кругов порой превышает даже роль официальной оппозиции. Это тревожный сигнал, особенно на фоне разговоров о планируемых изменениях в избирательной системе и ограничениях для оппозиционных СМИ. Все это заставляет задуматься, куда движется немецкая демократия и насколько еще прозрачна система, в которой живет страна. Вопросы множатся, и если все это правда, то Германия меняется фундаментально. Не просто на уровне политического курса, а на уровне самой структуры власти. Но и это еще не все. Тема внешнего влияния на политику Германии давно перестала быть темой для теоретиков за кулисами. Сегодня об этом уже говорят открыто. Почему? Потому что уровень напряжения вокруг Берлина зашкаливает. После серии утечек, аналитических докладов и странных кадровых решений в правительстве возникает вопрос, который невозможно больше игнорировать. Кто же реально влияет на решения Германии извне? С одной стороны, Соединенные Штаты Америки, присутствие американских военных баз, плотные контакты с ЦРУ и НАТО, десятилетия стратегического партнерства. Но вдруг Фридрих Мерц начинает действовать независимо, отказывается от некоторых договоров, выстраивает жесткую позицию по безопасности. Это вызывает тревогу в Вашингтоне, и появляются слухи, что ЦРУ усиливает присутствие в аналитическом поле Германии, активизирует контакты с некоммерческими организациями, а некоторые чиновники странным образом синхронны с внешним вектором Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, это Израиль. Возможно, вы об этом знаете, что Моссад давно известен как одна из самых эффективных разведок в мире. В последние месяцы обсуждается, усилилось ли сотрудничество с Германией по линии технологий, кибербезопасности и экономики. А может и не только. Резкая активность определенных фигур в бизнес-среде на фоне внешнеполитических решений только подливает масло в огонь. А теперь добавьте еще Восток. Россия, ФСБ, тема, о которой в Германии предпочитают вообще молчать, но с каждым месяцем появляются все более тревожные сигналы о дестабилизационных кампаниях, информационных вбросах и неофициальных контактах. И хотя ни один факт не подтвержден официально, обсуждение этих следов идет на уровне парламента и профильных ведомств. Все три фактора – Вашингтон, Тель-Авив, Москва – словно тянут Берлин в разные стороны, как лебедь, рак и щука.
Но задумайтесь, а кто управляет этим маятником? И возможно ли, что Фридрих Мерц – фигура, за которой сейчас идет борьба? Не утверждаю, не обвиняю, но задаю вопросы, которые волнуют и немецкое общество, и международную прессу. Мир вокруг Берлина кипит, и, похоже, внутри Германии началась самая тихая, но опасная битва за контроль над будущим страны. Кроме этого, в Германии назревает беспрецедентный политический вопрос. Кто же на самом деле пишет законы, за которые голосует парламент? Канцлер Фридрих Мерц объявляет о масштабных реформах, которые касаются экономики, беженцев, безопасности и даже судебной системы. Но вот что удивительно, по информации от инсайдеров из Бундестага, значительная часть предложений приходит не из министерства, как это было при Ангеле Меркель, и даже не от депутатов, а от неформальной группы экспертов, действующих за пределами публичного поля. Кто же они? Официально аналитики, юристы, представители бизнеса, бывшие военные и даже философы. Неофициально это фигуры, близкие к финансовым и промышленным кругам с прямым выходом на крупных игроков Европы и Америки. И хотя само наличие внешних консультантов в политике явление обычное, масштабы и влияние нынешней группы вызывают много вопросов. Интернет уже называет это теневым парламентом. Некоторые эксперты уверены, именно там, в закрытых кабинетах и неофициальных встречах, принимают настоящее решение, которое потом просто легализуется парламентом. Это позволяет Фридриху Мерцу обходить публичные дебаты, ускорять процессы и подавать изменения как уже готовые и обоснованные шаги. В этом контексте особенно остро встает вопрос прозрачности. Кто эти люди? Какие у них цели? Представляют ли они интересы народа, нас с вами? Или представлять интересы глобального капитала? Почему прессу не пускают в обсуждение ключевых реформ? Почему депутаты сами жалуются на то, что получают документы в последний момент уже после согласования где-то там наверху? Я не утверждаю, что Германия потеряла на сегодняшний день контроль над своей демократией. Но очевидно одно – привычная модель власти, где решение рождается в парламенте, начинает меняться. Если эти процессы останутся за кадром, завтра страна может проснуться в новой реальности, где формальные институты власти – лишь декорация. Вы сами видите, как последние недели Фридрих Мерц делает ставку на скорость и эффективность. Но не станет ли эта эффективность началом новой эры? Эры управляемой демократии, где народное мнение нас с вами подменяется мнениями экспертов из тени. Следует сказать, что нынешний политический ландшафт Германии все чаще сравнивают с полем боя, но сражение идет не только между партиями, как вы можете себе представить, оно идет между эпохами. Та же эпоха Ангелы Меркель с ее многолетним курсом на интеграцию, консенсус, умеренность и верность европейским и атлантическим структурам стремительно отступает под напором новой волны имени Фридриха Мерца. Вам может показаться, что на первый взгляд это просто смена лидеров, но за кулисами все намного глубже. Мерц фактически разбирает по кирпичику фундамент, который Меркель строила 2 десятилетия. Он отказывается от мягкости, от ценности ради единства, от бесконечного компромисса, который ранее был. Вместо этого прямые решения, национальные приоритеты, усиление армии, жесткий контроль за миграцией беженцев и, внимание, самое главное, демонтаж зависимости от старых партнеров. В ответ старая элита не молчит. Бывшие министры, сторонники Меркель, медиаэксперты и даже иностранные дипломаты бьют тревогу. Они видят в действиях Мерца угрозу демократическим традициям, называют его курс опасным поворотом, а сам стиль ультрацентрализованным. Но общество, особенно молодежь и бизнес, наоборот, они приветствуют перемены, устав от вялой политики Ангелы Меркель, особенно в кризисные годы. Давайте посмотрим, в чем суть конфликта. Это не просто спор о подходах, это столкновение двух взглядов на Германию. Германия как часть Европы и Германия как центр силы. Германия как глобальный игрок в тесной связке с Соединенными Штатами Америки и Германия, говорящая от своего имени. Германия как участник системы и Германия, строящая свою систему. Именно поэтому борьба между Мерцем и наследием Меркель становится все более жесткой. Это уже не кулуарный спор, а открытая война смыслов и символов. Отмена старых законов, новые приоритеты в СМИ, отказ от внешнего диктата – все это элементы большого политического переформатирования.
Поймите одно, Мерц не просто идет вперед, он переписывает саму ДНК немецкой политики. Если вам понравился мой рассказ, поддержите подпиской и лайком. Спасибо за просмотр, дальше будет еще жарче.